Сегодня обсудим одно потрясающее упражнение, которое помогает дольше жить. Сначала я объясню, что такое ВСР. ВСР — вариабельность сердечного ритма. Это тест, его можно пройти, и он показывает шанс умереть от сердечного приступа. Я регулярно проводил его у себя в офисе, он дает интересные данные. Слышали о бегунах на длинные дистанции, которые, добежав до финиша, падали от сердечного приступа, хотя они и не выглядели больными? Это из-за плохой вариабельности сердечного ритма. Давайте объясню, что это такое. При каждом ударе сердце сокращается и расслабляется. Симпатическая нервная система управляет сжатием, а парасимпатическая — расслаблением. Непрерывно. Тук-тук, тук-тук. Допустим, для примера, что ваш пульс — 60 ударов в минуту. Можно подумать, что каждый удар длится ровно 1 секунду. Но это не так. Дистанция, временной период между ударами, в норме должен варьироваться. Этот может быть 0,8 секунды, а этот может быть 1,1 секунды, этот 1,3 секунды, а этот 0,7 секунды. То есть они все отличаются, и это нормальный здоровый организм. Если же они в точности одинаковые, это как раз считается нездоровым. Любопытно, кто бы мог подумать. Чем больше варьируются эти интервалы, тем лучше способность сердца к адаптации, тем более оно гибко. Но если ритм всегда одинаков, то сердце очень жесткое и не способно нормально восстанавливаться. Давайте покажу на другом графике. Допустим, вы начали делать упражнения. Вы активируете симпатическую нервную систему. Затем в какой-то момент вы прекращаете упражнение. Когда вы останавливаетесь, парасимпатическая нервная система, система восстановления, активно включается в дело и активно заставляет пульс снизиться. То есть симпатическая и парасимпатическая системы в гармоничном балансе, особенно в сердце. В других частях тела соотношения другие, но в качестве примера я беру сердце. Поэтому очень важно соотносить упражнения с интервалами, с частотой пульса, с вариабельностью сердечного ритма. Нельзя делать длительные упражнения без перерывов. Гораздо полезнее заниматься подходами и интервально в режиме высокоинтенсивной интервальной тренировки. Я рекомендую делать короткие подходы с высокой интенсивностью и достаточным отдыхом. Повторяйте этот цикл раз за разом, потому что это очень полезно для сердечно-сосудистой системы, и это может продлить вам жизнь. Вот одна из причин, по которой это так. У большинства людей ослаблена парасимпатическая система. У них мощная симпатическая система, нагрузки, стресс, но очень слабая система восстановления. Кстати, у меня как-то была пациентка. Когда она занималась, ее пульс был около 150. Это довольно много. Она приходит на следующий день, а пульс все равно 150. Я думаю, что, черт возьми, происходит? Она будто не восстановилась. Я провел тест, восстановления вообще никакого. Ничто не снижало пульс. Очень хороший тест на восстановление — это проверить восстановление пульса. Измерьте пульс после минуты упражнений и посмотрите, как быстро он снизится. Если снижается не быстро, то у вас проблема. Каждый раз при упражнениях должны работать обе системы. Не перенапрягайтесь, это повредит системе восстановления. Итак, короткие подходы высокоинтенсивных упражнений. Я имею в виду 1-1,5 минуты занятия, после чего отдохните минуты 2-3. И так чередуйте. Это можно применять к любым упражнениям, например, на велосипеде. Я какое-то время усиленно кручу педали, затем отдыхаю и качусь спокойно. Затем снова кручу и так по кругу. Не стоит делать ничего непрерывно длительное время, потому что это только вредит сердцу. Итак, для пользы здоровья и гибкости сердечно-сосудистой системы интервальные тренировки — это, безусловно, лучший вариант. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно.